Знаете, что раздражает? Когда тебе Ой, хреново, а тебе говорят: просто думай позитивно, или пока тебе ой, хреново, другие качаются. Соберись. Привет, я Мила. Вам наверняка попадались подобные ролики или люди с похожими высказываниями. Я говорю про всякую мотивационную бурду, что ссут в уши. Мне вот что интересно, это вообще хоть на кого-то работает? Не, я серьезно. Вот когда вам ничего не хотелось и было ой. дерьмово, хотелось ли сохранять позитивный настрой и излучать свет из задницы? Думать о хорошем, а главное стремиться к вершинам, потому что, гонка за навыками никогда не прекращается. Лично мне от этих советов всегда хочется только, не знаю, глаза закатить и хрюкнуть со смешком. И вот некоторое время назад, когда я еще не придавала большого значения термину «токсичный позитив», кстати, я его уже, кажется, упоминала вот в этом ролике, я думала, что, может быть, это я какая-то с Ой. ебцой, раз мне не нравится, когда из разных углов доносится, что я должна чувствовать и делать, чтобы быть продуктивной. Что важно отметить. Когда я говорю о токсичном позитиве, я имею в виду не саму идею быть оптимистом, а скорее навязанное требование оставаться им всегда, когда любое чувство, не вписывающееся в рамки хорошего настроения, моментально объявляется неправильным. Злость, усталость, апатия – все это вдруг становится чем-то постыдным, будь то, я не знаю, признаком слабости или неблагодарности. Признаюсь кое в чем. У меня никогда не было арт-блока, и я не знаю, что это такое по ощущениям. А возможно, он был, но я просто рисовала через силу. Но если это ощущается как не можешь встать с постели или что тебя буквально физически тошнит от одной мысли о рисовании, то я считаю максимально тупорылым советовать человеку в таком состоянии улыбнуться, посмотреть уроки от крутанов, порисовать для себя или сходить на пленэр, потому что это должно вернуть желание, вдохновение и все остальное, ведь пока ты спишь, другие качаются. Oh my god, no way. Okay, no problem. Сейчас у меня в голове возникла мысль, а знают ли вообще люди, которые употребляют эту фразу, из какой древности она пошла и с чем была связана? Мне кажется, что многие искренне считают, будто это относилось всегда к рисовательному скиллу. В общем, я выступаю за те времена, когда можно было быть грустным. Люблю дождь, он позволяет скрыть мои слезы. А если серьезно, меня злит, что люди, которые навязывают свое вот это вот мышление хиппи, заставляют чувствовать вину за любую негативную эмоцию. Особенно вине подвержены те, кто страдает заниженной самооценкой. Потому что я часто вижу вот у таких вот людей с лампочкой в жопе, в комментариях находятся те, кто искренне внемлет каждому слову и очень расстраивается, что у них не выходит жить такими же принципами. А в ответ получают: все к лучшему, улыбнись, думай позитивно. И я не знаю, если бы я могла закатить глаза так, что они бы сделали полный оборот вокруг своей оси, когда я слышу это дерьмо, то они бы сделали это. Вроде бы фразы звучат доброжелательно, но в реальности они обесценивают чувства. И у меня вот такой вопрос стал для мотиваторов. А почему, собственно, я должна переживать, что кто-то учится рисовать, пока я лежу в кровати и смотрю сериал? Почему я должна испытывать за это тревогу? Нахрена вы мне и еще куча таких же людей, как я, ее навязываете? Дайте нам спокойно выпить кофе, закутаться в плед и поплакать над какой-нибудь драматичной манхвой. В момент, когда тебе дерьмово, ты просто устал или выгорел, что бы это ни значило. На самом деле я очень боюсь, что со мной такое случится, потому что для меня творчество — это воздух. Лекция по жизнерадостности — последнее, что нужно человеку. Иногда нужно, чтобы кто-то просто сказал: да, реально это действительно хреново, go чай с медом и имбирем заварим. Я не против позитива, я против фальшивой радости и скрытия отрицательных эмоций, потому что они начинают гнить за этой вот коркой деланного счастья. Немного про мой страх перед арт-блоком. Как я уже упоминала, я не знаю, был ли он у меня когда-то, но раз я не знаю, то, скорее всего, нет. Иначе я бы почувствовала это, верно?
И вот до какого-то времени я думала, а что если выгоранием называют лень? Внезапно, да? Но тут надо говориться, что мысли были, но я не несла их в массы и никогда никого не убеждала, что надо просто перестать ныть, взять сиськи в руки и начать работать. А потом мне попался ролик одного опального американского художника, который вернулся на YouTube после длительной паузы. Опальным его называю из-за недавнего скандала с ним и AI. Но сейчас речь не об этом, а о некоторых фразах, которые он сказал в том своем ролике, когда объявился вновь. И они заставили меня испытать некоторый уровень страха. Так вот, он сказал, что до своего исчезновения у него никогда не было выгорания. Он просто шел годами и удивлялся тому, что кругом говорят о каком-то арт-блоке. У него же была куча проектов, идей, и они никогда не заканчивались. Его соцсети росли огромными темпами, и, казалось бы, все наоборот должно только вдохновлять и заставлять двигаться вперед. Но в какой-то момент он ощутил, что оказался в той точке, где пришло осознание, что слова «выгорание» и «арт-блок» совсем не миф. И он реально с этим столкнулся и больше не может работать в том же темпе, не может развлекать своих подписчиков картинками и так далее и тому подобное. И, возможно, с моей стороны это лицемерно подозревать кого-то в лени, а затем в полете переобуться. Но дело в том, что я поняла, когда это слушала, что, может быть, мое время еще просто не настало, что мой арт-блок просто ждет меня где-то впереди, и я, серьезно, не хочу его догнать. Не хочу чувствовать, как мне надоело рисование, потому что, мне буквально нечем его заменить. Так что, представив все это, я действительно стала сочувствовать всем людям, которые говорят, что выгорели и не хотят продолжать. Неважно по каким причинам, кто-то не справился с конкуренцией и сдался, кому-то надоело рисовать для других, ограничивая свои потребности, а кто-то устал просто от безразличия в социальных сетях. Все мы знаем, как не рисуй и не создавай все для себя. Хочется эти миры и картинки разделить с кем-то еще, не с родственниками и друзьями, а с незнакомцами, но внутри такими же, как ты. А когда внутри пусто, последнее, что хочется слышать, просто покинь зону комфорта, займись чем-то новым, начни рисовать каждый день по чуть-чуть, и так далее. Поэтому меня раздражает, когда кто-то начинает читать другим людям проповеди, как нужно жить, чтобы быть всегда в ресурсе, во вдохновении и прочей шляпе. А сейчас еще и во времена нейросетей, как работать 0 часов и зарабатывать в 2 раза больше. 0 в квадрате, ага. Или вот это еще. Если вдохновение покинуло вас, то посетите музеи и выставки. Что бы я без вас делала и вашего гениального совета? Думаю, если у человека есть в доступе музеи и деньги на них, он как-то и сам может догадаться. Тут важно только не спутать теплое с мягким. Одно дело, когда начинающий художник ищет советы, с чего начать, у него пока, возможно, нет идей или понимания, за какой конец веревочки ухватиться, чтобы не усложнять себе путь. А другое дело, когда человеку нужны не советы, а поддержка. И вот мне часто как раз попадаются ролики наоборот, когда под соусом поддержки подаются советы, которые могут вредить, а не помогать. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Я бы сравнила это, не знаю, с пассивной агрессией, возможно. Знаете, очень отдаленно. Аля тебе сказали какую-то хрень завуалированно, чтобы ты не ответил. И эго потешили, и какаху в ответ не получили. И с токсичным позитивом выходит нечто подобное. Человек якобы несет добро и позитив, а ты потом чувствуешь вину, что не можешь соответствовать этому прекрасному творческому сообществу, где все продуктивные, заряженные и вдохновленные на великие свершения. И многие из нас, я в том числе, боимся делиться неудачами в работе, будто это делает нас плохими людьми или недостаточно старательными, или просто глупыми неудачниками с кривыми пальцами, из которых все валится. И постоянное показывание только лучших моментов своей жизни и работы обрекают нас всех жить в порочном круге токсичного позитива, без искренности и принятия, что каждому из нас бывает плохо, грустно и порой просто лень что-то делать. А замечать
замечали ли вы, когда какой-то художник писал в своих соцсетях что-то по типу «Вот моя работа, но она мне не очень нравится. Вот эта часть не получилась, вот это и еще вот та». И у него в комментариях начинается водопад из «Не принижай себя», «Не ненавидь себя» или «Ну не выкладывал бы, если не нравится, зачем это нытье и негатив разводить». А человек просто хотел поделиться своим честным мнением и признать неудачу. И мне вот что непонятно. Разве это дерьмово иметь здоровую самокритику? Это значит, что человек видит свои ошибки и старается расти, что он не считает свою последнюю работу финальным шансом стать гениальным художником. Это просто очередная попытка стать лучше, иногда удачная, иногда нет. Я, к примеру, не пишу о своих косяках в артах, которые меня прям очень сильно триггерят, но они есть. В каких-то работах больше, в каких-то меньше, с какой целью не пишу. Я не хочу слышать советов и подтверждения, что да, в этот раз не очень вышло. Я тот тип художника, который предоставляет зрителю самому выбирать, нравится моя картинка или нет, но есть люди, которые были бы не прочь получить советы или рекомендации, или просто сочувствие. Из разряда «да, у меня тоже бывают дерьмовые арты». А еще некоторые из нас, как бы это сказать, не слишком привязываются к своим работам. Типа нарисовал и забыл, этап пройден, завтра будет новый. К примеру, я не слишком переживаю, что у меня что-то не выходит. Я до какого-то момента стараюсь сделать с артом все, что в моих силах, а когда понимаю, что знаний и навыков уже недостаточно, чтобы действовать не методом тыка, то я просто заканчиваю на том этапе, с мыслью я сделала все, что могла. Следующий будет лучше, потому что появился опыт еще от одной работы. К чему это я все? Мне не нравится, что затыкают людям рты, когда те хотят просто поныть в своих пабликах. Отойдитесь от них, а. Не у всех есть желание излучать попой радугу и вдохновлять всех вокруг. И хоть я не ощущала никогда выгорания, но и не плескалась никогда в радостном экстазе, рисуя миллион артов в неделю. У меня бывают периоды большей или меньшей активности, но связаны они в основном что-то я заебалась, чувствую тревожность, пора сбавить обороты. Иногда такое бывает, когда мне нужно и заказ сделать, и ролик выложить, и английский успеть, и проверить еще текст какой-то, и в комиксе пару линий хотя бы нарисовать, а еще параллельно что-то по рисованию почитать или посмотреть, когда я чувствую, что перестаю думать и уже на автомате рисую. Вот тогда у меня случаются моменты, когда я иду за чаем, а в голове мысли: я устала, я пи***ц как устала. И они буквально по кругу циклично повторяются внутренним голосом, и больше в голове вообще ничего не происходит. Это бывает, когда я могу сутки не спать перед каким-то дедлайном, после такого я могу продрыхнуть часов 10, недельку что-то делать расслабленно, а потом снова темп ускоряется до дня или нескольких дней, когда в голове остается одна фраза: я не могу, я пи***ц как устала. Например, как сейчас. Я уже третий день пытаюсь записать звук для ролика, но у меня каждый раз фейлится дорожка. Не знаю, с чем проблемы. С микрофоном, возможно, с кабелем от него, или с DaVinci, или вообще с компом. Хрен знает с чем, но с чем-то точно проблемы. И я так заебалась перезаписывать, что уже успела пореветь от этого. Не знаю, пожалеете меня, что ли? И подпишитесь. И на телегу тоже подпишитесь. Я там картинки разные выкладываю, комикс рисую. Сейчас пока из-за заказов не могу новую полоску выложить, но я разрабатываю план, как ускориться, чтобы и рыбку съесть, и нахуй сесть. Мой план состоит в том, чтобы перестать вылизывать детальки, которые никому не всрались, и их все равно никто не приближает, чтобы рассмотреть. Вот так. Вернемся к теме. Если кто-то чувствует, что он вымотан на протяжении длительного времени, то я очень вам сочувствую. Особенно если нет возможности обратиться за помощью, а эта усталость перманентная и не зависит от количества работы, это пиздец какая серьезная проблема. К счастью, у меня это действительно связано по большей степени только со срочными дедлайнами и вот такими вот непредвиденными обстоятельствами. Ненавижу эту херню. Я просто еще очень медлительная, не потому что лениво что-то делаю, а потому что все хочется сделать идеально. Это бесит, мешает, и идеально все равно никогда не выходит. В итоге вечный стресс, потому что все не идеально, не быстро и в последний момент.
И знаете, вот какая простая вещь возникает в голове. Оглядываясь назад, приятные воспоминания приходят не от вещей, когда я пыталась из кожи выпрыгнуть, готовясь к каким-нибудь экзаменам или рисуя заказы в поте лица. Вспоминаются вещи из разряда «ничего не хочу делать». Например, как мы с папой в деревне пили кофе на веранде с открытой дверью, когда шла сильная гроза, или когда мы с парнем смотрели бинджем «Игру престолов» на Новый год несколько лет назад. И я абсолютно не могу вспомнить чувство победы, когда я успевала что-то к дедлайну и выдыхала. У меня из памяти будто бы это уже через пару дней стирается, и начинается новая гонка. А похоже, стоит гоняться за тем, что не считается продуктивным и по большей части полезным для скилла. Позитив нужен, конечно, но только тогда, когда он не отменяет боль, когда он не заставляет нас быть кем-то другим. Ведь по-настоящему искренний человек — это не тот, кто всегда светится, это тот, кто умеет быть разным. На этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось, и не забывайте отдыхать и хорошо питаться. И пусть у вас никогда не возникнет необходимости скрывать свои эмоции. Папа.